моей сумке для начала это моя салфетница, с которой я хожу на лед. Каждый день там салфетки, это как мой талисман. Мне его прислала поклонница из Китая. Я все время с ним езжу на соревнования, это уже как считается мой талисман. Дальше это защита, без которой я не могу прыгать четверные, потому что надо защитить себя от ненужных болезненных падений. Я не пользуюсь удочкой. Удочкой мы пользуемся, когда прям учим новые элементы. А так в середине и вообще в сезоне мы уже не пользуемся удочкой. Потом это спиннер, я ставлю ногу и с него я прыгаю прыжки. То есть это получается точно так же, как на льду. И обязательно скакалка. Сколько максимум можешь прыгнуть без остановки на скакалке? 200 двойных, ну и где-то около 30 тройных. Вот. Вода. Просто без нее не могу тренировку прожить. И обязательно массажер. Когда немного ноги забились, ты раз, и все легче становится. И, конечно же, маска и расческа. После тренировки, особенно когда волосы уже такие потные, их надо уже чуть-чуть расчесать, чтобы они высохли. Я была на даче, и поэтому мне было как-то полегче, но все равно сидеть, скажем так, 2 месяца в одном и том же месте было не очень. Тренировались сами, делали задания, которые мы обычно делаем на тренировках. Я также прыгала, и то есть старалась прям тренироваться и ничего не выкидывать из тренировочного плана. Для меня большая честь стать амбассадором бренда Puma и присоединиться к команде мировых звезд, таких как Усейн Болт, Льюис Хэмилтон, футболист Неймар, Антуан Гризманн, Алина Загитова, Дуа Липа, Кара Делявинь и Винни Харлоу. Недавно прошел чемпионат Европы по футболу, и сборная Италии стала чемпионом Евро в форме Puma. Идеи и видение бренда мне очень близки, поэтому я верю, что наше сотрудничество станет успешным, и нас ждут новые достижения и победы. Для бренда Puma важно мотивировать и заряжать девушек заниматься спортом, поэтому мы будем делать это вместе. Когда ты катаешь популярную музыку, зритель невзначай начинает сравнивать тебя с великими фигуристами, которые катали под эту же музыку своей программы. И у тебя почти что нет права на ошибки. А когда ты берешь мини-используемую музыку, ты можешь раскрыться сам, поставить свою хореографию, ну, и не опираться на шаблоны. Когда было принято решение про болеро, я посмотрела программы многих фигуристов, таких как Каролина Костнер, Татьяна Навка, Роман Костомаров, Елизавета Туктамышева, Евгения Тарасова, Владимир Морозов. И также посмотрела балетные постановки, таких как Майя Плесецкая, Дианы Вишневой и Сильвии Гиллем. Прочитала задумку Бежара. Он говорил, что болеро — это история желания. Мое болеро немного о другом. Ведь когда Этери Георгиевна, Данил Маркович и Сергей Викторович мне ставили эту музыку, они все-таки меня давно знают и видят, какой именно образ мне нужен. Во время постановки программы это требовало большого вдохновения от нас всех и, наверное, немного креативности. Есть ли какие-то изменения в костюме, в прыжковом наборе или в хореографии? Пока ничего не могу сказать. Оставим это очень большой загадкой. Небольшой загадкой. Все-таки больше предпочитаю, когда мне тренер выбирает музыку, так как они мне все-таки лучше знают намного и видят со стороны, какую лучше программу поставить. Фигуристы все-таки катают и короткую, и произвольную, и показательную, и поэтому есть всегда возможность раскрыться. А есть желание сделать какой-нибудь креативный показательный, как был у Морриса с гримом, с реквизитом? Ты как раз участвовал в его номере. Да, очень хочется все-таки попробовать так. А сколько свободы должно быть у спортсмена при выборе программ? Например, фигурист категорически не хочет катать лирику, хочет цирк дю Солей. Что должен сделать тренер в этой ситуации? Я не знаю, у меня такой ситуации не было. То есть тебе всегда нравится то, что тебе предлагает тренер? Да. Но музыка — это секрет. Да. А можешь намекнуть на образ?
Пока нет, ведь осталось ждать совсем недолго, поэтому следите за моим инстаграмом и инстаграмом наших тренеров. На тренировках что мы только не делаем, но все-таки на старты наши тренеры составляют нам такой контент, который мы сможем исполнить именно в данный момент. Нет, никогда, потому что упрощать значит не двигаться вперед. Ты не сможешь соревноваться с теми людьми, которые все-таки пошли вперед. Это такое некое деградирование. То есть тогда мы убрали сложные элементы, упростили, потому что не было травмы. Безусловно, это после травмы, потому что всегда присутствует боль и страх получить новую травму. Просто выходить и работать, каждый день улучшаться. Ведь если ты каждый день улучшаешься, значит, через месяц ты будешь намного лучше. Ты ощущаешь, как взросление, тот же самый рост сказывается на прыжках? Старайся об этом не думать. Чем меньше думаешь, тем меньше проблем. Именно об этом. У меня все-таки был первый мой опыт на юниорском гран-при в Челябинске. Весь ледовый каток был заполнен зрителями. Это было, мне кажется, точно так же, как в мегаспорте. У каждого свой путь, и у меня получился такой. У каждого спортсмена есть мечта выйти на взрослый уровень, чтобы соревноваться со взрослыми. Когда ты соревнуешься со взрослыми спортсменами, и при заполненных трибунах это очень захватывающее ощущение и очень большой опыт для тебя и счастье. Если бы у тебя был выбор провести еще раз такой же сезон на взрослом уровне или защитить титул чемпионки мира среди юниоров, что бы ты выбрала? Соревноваться со взрослыми, потому что титул чемпионки мира у меня уже есть. А мне хочется все-таки и новых побед. Мне и так понравилось. Но по-хорошему получилось это как обычные старты, когда ты сам за себя катаешь, но за тебя еще болеет целая команда. И в какой-то степени мне даже больше понравилось за команду, потому что там столько людей, именно тех людей, к которым ты стремился. Это, например, Алина Загитова, которая тоже за меня очень сильно болела на командных соревнованиях. Я думаю, в спорте все четко, потому что будущее за трудолюбивыми и талантливыми спортсменами. Как мне кажется, фигурное катание – это как многоуровневый вид искусства. Ты и актер, и танцор, и где-то даже музыкант, и сам себе визажист и стилист. А ты сама красишься и причесываешь на соревнованиях? Да. С детства? Не с детства, только вот с финала Гран-при я начала сама потихоньку краситься. Сначала это было не очень, но, как мне кажется, уже стало чуть-чуть получше. Если ты только растягиваешься и слишком мало занимаешься на полу, то есть у тебя должна быть и растяжка, и при этом резкость. Когда нету резкости, конечно, сложно. Вот когда я только занималась растяжкой и не занималась самим ФП, то есть очень мало занималась на полу, то мне было очень сложно собрать ноги. Они, знаете, такие прям длинные, и вот очень долго собираются. А когда я поняла, что все-таки мы не совсем художественной гимнастикой занимаемся, и растяжка нам нужна, но чуть в меньших количествах. Я чуть-чуть сократила само время растяжки, побольше добавила резкости, и, как мне кажется, это дало результат. В день я стараюсь растягиваться, 30, может, 45 минут, то есть не очень долго. Не знаю, каким фигурное катание будет в будущем, но главное, чтобы этот вид спорта оставался любимым для миллионов людей в мире. Спортсмену все-таки важна победа, но самый лучший исход – это будет потрясающая программа, которая помогла спортсмену взять золото.
Без льда, коньков и тренеров. А ты когда-нибудь забывала коньки на соревнования? Слава богу, нет. А на тренировку? Тоже нет. Выспаться, погулять с друзьями и посмотреть какой-нибудь хороший фильм с горячей чашкой чая. А какие фильмы ты любишь? Комедии и детективы. А когда смотришь фильм, не думаешь о том, что вот классный саундтрек, я бы под него покаталась? Пока нет. Пока нет. Художественная гимнастика, спортивная гимнастика и синхронное плавание. Будешь смотреть летнюю Олимпиаду? Конечно. Когда не было пандемии, я ходила на соревнования художественной гимнастики. В Лужниках они были. Это было так здорово. Они так поддерживали своих гимнасток. Не было в тот момент мысли, что вот бы я могла остаться в художественной гимнастике, если бы в детстве не передумала? Нет. Не было. Только фигурное катание? Да.